Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую вот коробку. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня коробка будет сложнее, как я уже говорила, по мере того, как я буду выставлять видео, я буду все усложнять. Размер у меня B7, если кому-то об этом говорит что-то. Есть размер А4, это B7. И чему он равняется? Это 12,8 сантиметров. У меня будет квадратная коробка, и каждая сторона 12,8 сантиметров. Вы, конечно, можете брать свои размеры 12, 13, 14 и остальные. Следовательно, боковые стороны, которые будут прилегать к коробке, также будут размера, которые вы выберете. У меня все они по 12,8. Высота коробки у меня 8 сантиметров. И также хочу вам показать два способа приклеивания скотча. Коробка, когда обрабатывается внутри, вот это получается у нас внутренняя часть коробки, и скотч приклеивается вплотную. Две детали подклеиваются вплотную. И когда мы сгибаем, получается вот такой ровный угол. В этом случае коробка будет обрабатываться внутри или тканью, или бумагой. Сегодня я вам покажу другой способ. Вот такой вот, когда на расстоянии приклеиваются детали, и приклеиваются они с лицевой стороны. И когда мы будем собирать коробку, то они вот вплотную подходят детали друг к другу, и получается очень чистый шов. Это получается у меня будет лицевая часть, и чистая сторона белая будет внутри. Я беру скотч и нарезаю полоски, чтобы подклеить детали вместе. Подклеиваю одну сторону, затем переворачиваю и на расстоянии 1 мм подклеиваю вторые детали. Так, чтобы все ровно получилось. Подрезаю следующий кусок скотча. Также подклеиваю, переворачиваю. Смотрим, чтобы у нас все было ровно и аккуратно. Лишнее обязательно обрезаем. И также подклеиваем четвертую часть. Я подклеила все края, и теперь, когда мы соберем коробку, у нас получается очень чистая коробка внутри, и все идеально ровно. Для этого я беру отрезки скотча, я уже их заранее нарезала, чтобы не терять время, и также подклеиваю на середину одной части. И затем собираю все вместе. Вот так состыковываю.
и подклеиваю. Лишнее обрезаю. И так поступаю со всеми сторонами. Подклеиваю одну сторону, подгоняю вторую сторону и ровно все подклеиваю. Вот вы видите, внутри получается идеально чисто. И так подклеиваю еще две стороны. Я собрала всю коробку, и получилась довольно устойчивая коробка. В будущем, когда я буду показывать другие коробочки более большого размера, я буду показывать еще обработку. Воспользуюсь клеем, карандашом или другим клеем, чтобы еще подклеить внутри вот эти швы перед тем, как их собирать. Но так как коробка у меня маленькая, этого вполне достаточно. И коробку я буду обрабатывать вот такой красивой бумагой. И если у меня размер 12,8 коробки, то бумагу я вырезала так, чтобы мне по краям было где-то около сантиметра с каждой стороны. Можно ее подклеить клеем, я воспользуюсь скотчем. На дно коробки по всему периметру я подклеиваю скотч. Все хорошенечко прижимаю и снимаю верхний слой. Так, сейчас сниму верхний слой и вернусь к вам. Нашла пинцет, теперь будет намного удобнее снимать скотч. И под низом я уложила бумагу. Теперь беру коробочку и укладываю вот ее на расстояние, чтобы с обоих краев было одинаковое расстояние. И примерно на сантиметр, чтобы заходил край под коробку. И подклеиваю. Переворачиваю коробку и все выравниваю. По углам делаем надрезы, не доходя 1 миллиметр. И разрезаем все углы. Теперь беру полоску скотча, я разрезала скотч на 2 половинки и подклеиваю к бумаге. Вот таким образом. Затем также снимаю скотч, защитную ленту и подклеиваю. Вот эта сторона у нас будет уходить под низ. Теперь снова подклеиваю скотч на следующую полоску. Снимаю защитный слой. И вот так все аккуратно подклеиваю. И вы видите, какие аккуратные углы получаются. И так обрабатываю всю коробку. Мое дно подклеено, и вы видите, как все аккуратно и красиво получилось. Я вырезала полоску бумаги, которая примерно на 1 сантиметр больше моих стенок. И по кругу, чтобы мне обязательно хватило по всему периметру, извините, не по кругу. И начинаю подклеивать. Подклеиваю таким же способом. Беру скотч. И подклеиваю по низу полностью скотчем.
со всех 4 сторон. Примерно 1 миллиметр отходя от края. Лишнее обрезаю. Все хорошо прижимаю пальчиком и снимаю защитную часть. Теперь начинаю подклеивать бумагу, при этом оставляя 1 сантиметр свободного края. Вот таким образом и оставляю небольшой отрезок бумаги и подклеиваю по всему периметру. Натягиваю бумагу, слежу, чтобы все было ровно, и все подклеиваю. Вот этот свободный край, который у нас остался, также надо подклеить. Я подклеила кусочек скотча, снимаю защитную часть и красиво укладываю. И теперь доклеиваю всю остальную бумагу. И лишнее, конечно, подрежу. Немножко неудобно на камеру снимать. Сюда также подклеиваем кусочек скотча, чтобы у нас все хорошо держалось. И лишнее обрезаем. И у нас получается аккуратный край. Следующее, нам надо подклеить вот этот край внутрь. Я разрезала скотч на 2 части и подклеиваю вот к этой крайней части бумаги. Вот таким образом. И подклеиваю по кругу. Извините, по периметру. Вот так и просятся круглые коробки. Они тоже будут. Я подклеила скотч по всей бумаге и снимаю всю защитную пленку. И теперь, начиная с середины, вот так аккуратно натягиваю по стенкам и подклеиваю внутрь. Когда все стороны мы обклеили, приступаем к углам. Все аккуратно укладываем. И приклеиваем. И у нас получаются красивые, аккуратные углы. Моя коробка готова. Вот что у меня получилось. И теперь сделаем крышку. Я беру линейку, накладываю ее на коробку и примерно 1 миллиметр с каждой стороны прибавляю. И у меня получается крышка 13,5 сантиметров будет. Значит, мне надо вырезать квадрат со сторонами 13,5 сантиметров.
И также мне надо будет вырезать стенки. Они у меня будут 2,5 сантиметра высотой. И, следовательно, 13,5, 2,5 на 13,5 сантиметров длиной. Я все вырежу и вернусь к вам. Я вырезала все детали, как уже говорила, 13,5 на 13,5. И стенки коробочки я решила сделать крышки все-таки 3 сантиметра, а не 2,5. Теперь я все подклею скотчем, делаю такую же операцию, как мы делали с вами с донышком. И вернусь к вам, иначе мне просто не хватит времени вам все рассказать. Все мои стеночки подклеены, и также начинаю собирать коробку, как показывала, донышко собирала. Подклеиваю скотч и все уголки собираю вместе, лишнее обрезаю. Вот таким образом собираю все остальное. Я подклеила крышку, и, как вы видите, идеально подходит. Все хорошо снимается и одевается. Теперь беру скотч, также подклеиваю его по всей крышке и подклеиваю верхнюю часть. Бумага на крышку наклеена, уголки я подрезала, и на коробку я подклеила скотч, так как мне неудобно, здесь очень мало места. И теперь я снимаю скотч и начинаю подклеивать. Этот край не подклеиваю, так как вот этот краешек затем зайдет сюда. И так же, как мы делали на донышке. Все края подклеиваю. По всему периметру. Бумага аккуратно подклеена, и я отрезала отрезок бумаги, который по периметру мне подходит, и на 1 сантиметр больше высоты крышки. Теперь также подклеиваю скотч по всему периметру, затем подклеиваю бумагу, оставляя небольшой отрезок здесь, и вернусь к вам. По краям бумаги я подклеила скотч и снимаю защитную пленку. И так же, как в первом случае, мы загибаем края и затем уголки. И обрабатываем все уголки. Моя крышка для коробки готова. И она идеально подходит для коробки. Вот получилась такая коробка. Ничем не отличить от покупной.
Надеюсь, вам сегодня мое видео понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое. А на сегодня все. До следующих встреч. Пока-пока.